Давно на нашем канале не было рубрики «Почитаем». Сегодня мы с вами заглянем на страницы издания «Аргументы и факты» и обсудим очень полезную статью, затрагивающую тему правильного приема лекарственных средств. Здравствуйте, мои хорошие! Очень часто прием препаратов производится без соблюдения важных правил, а потому медикаменты оказываются бесполезными, а то и вредными. Обязательно следуйте предписанному способу применения, иначе велик риск, что действующее вещество просто не дойдет до места назначения. Если в инструкции к препарату написано «таблетка жевательная» – жуйте, «сосательная» – сосите, велено класть под язык – кладите. Если не написано «раскусить», а «разжевать», то в обязательном порядке глотайте целиком, запивая водой. В крайнем случае, перед проглатыванием измельчите, но только в том случае, если таблетка не покрыта специальной оболочкой, иначе измельчение приведет к ухудшению усвоения медикамента. Если на таблетке нет разделительной линии, не надо ее ломать, значит половинчатая доза для применения не предусмотрена. Не высыпайте и не выливайте содержимое таблетки из капсулы. Лекарство специально помещено именно в эту, а не в другую форму. Так она усваивается лучше и безопаснее. Лучше не принимать одновременно несколько разных медпрепаратов, особенно если они назначены разными специалистами. Конечно, лучше проконсультироваться при назначении нового медикамента с врачом, сообщив ему, какие препараты вам уже назначены. Если же прием разных таблеток оказался необходим, принимайте их не одну за другой, а с перерывом в 30-60 минут. Например, антибиотики не следует пить с жаропонижающими, снотворными, антигистаминными препаратами. Препараты железа не сочетаются с антацидами – алмагель, маалокс, аренни и так далее. Пероральные контрацептивы – марвелон, нонавлон, жанин, тримерси и другие несовместимы с анальгином, антибиотиками и сульфаниламидами, стрептоцидом и бисептолом. Не пейте одновременно папаверин и аспирин, витамин С и пенициллин, дибазол и тетрациклин. При лечении энтеросорбентами – активированный уголь, полисорб, смекта – перерыв между ними и другими лекарствами, любыми, должен составлять не менее 2 часов. Если сомневаетесь в том, как правильно пить лекарства, постарайтесь получить информацию из разных источников. Чем запивать? Ни в коем случае нельзя чаем, кофе, сладкими соками, газировкой и, конечно, алкогольными напитками. Почти всегда можно простой водой. Если в аннотации не написано, когда пить и чем можно запивать таблетки, значит принимать их можно в любое время, но лучше все же делать это за 30-40 минут до еды или хотя бы за 15-20 и запивать прохладной водой. Учитывайте свое состояние здоровья, возраст, род занятий и даже пол при приеме тех или иных лекарств. Особенно осторожно подходить к приему лекарств нужно детям, беременным, пожилым людям и водителям. Такие лекарства, как эритромицин, верапамил, диазепам, действуют на женщин менее эффективно, чем на мужчин, а вот анаприлин и тазепам наоборот. Помните о том, что существует множество лекарств, одинаковых по принципу действия, но имеющих разные названия. Это связано с наличием многочисленных дженериков лекарственных средств, содержащих химическое вещество, активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией первоначальным разработчикам лекарства. Например, парацетамол продается как панадол, тайленол, эфиралган, альдолор, милистан. Диклофенак как диклоран, биоран, вольтарен и так далее. Тавигил как клемастин, клофелин как геметон и катапрессан. Все это лекарства-аналоги. Таблетки в желатиновых капсулах надо принимать стоя или сидя и запивать не менее чем 100 мл воды, иначе желатиновая капсула может приклеиться к стенке пищевода. Препараты для снижения давления лучше принимать лежа. Сердечные капли лучше предварительно накапать на кусочек сахара. Таблетки от кашля типа мукалтина эффективнее действуют, если их растворить в небольшом количестве чуть сладкой воды и пить за час до еды. Кофеин, теобрамин, теофилин можно запивать кислыми соками. Пероральные препараты тетрациклинов необходимо принимать стоя и запивать стаканом воды.
Большинство поливитаминов усваивается независимо от времени приема пищи, но лучше не пить их во время еды. При приеме жаропонижающих лекарств старайтесь не есть много молочно-растительной пищи, а переключиться временно на мясные продукты. Алкоголь усиливает действие лекарств с содержанием парацетамола и гипотензивных препаратов. Если принять фенобарбитал и запить его алкоголем, есть риск умереть от остановки дыхания. Алкогольные напитки в сочетании с аспирином могут спровоцировать язву желудка и желудочное кровотечение. Коктейль из алкоголя с антидепрессантами, снотворными или противоаллергическими средствами усиливает успокаивающий эффект этих препаратов. И человек, принявший эту смесь, в большой степени рискует не только своим здоровьем, но и жизнью окружающих. Например, если сядет в таком состоянии за руль. Кстати, самые непредсказуемые лекарства – антибиотики. А многие противоаллергические и противогрибковые средства – снотворные препараты, особенно оксазепам и диазепам, антидепрессанты, особенно трициклические и из группы ингибиторов МАО, парацетамол, статины, циметидин, амепразол и другие ингибиторы протонной помпы, циклоспорин, цизаприд, варфарин. Алкоголь в смеси с нитроглицерином ведет к резкому снижению давления, что чревато обмороком. Инсулин и другие противодиабетические препараты в сочетании со спиртными напитками усиленно понижают сахар в крови, что также может быть причиной обмороков. Нарушением сердечного ритма грозит употребление спиртных напитков одновременно с мочегонными препаратами и дигоксином, поскольку провоцирует изменение баланса калия. Никотин делает менее эффективным лечение психотропными, сердечно-сосудистыми препаратами, легочными ингаляторами и даже снижает эффект от противозачаточных таблеток. Несмотря на изложенные выше советы, всегда внимательно читайте аннотацию к лекарствам. Советуйтесь со своим лечащим врачом и прислушивайтесь к ощущениям собственного организма. Занимаясь самолечением, вы полностью несете ответственность за возможные негативные последствия для своего здоровья. А на этом на сегодня все. Ссылку на материал, использованный при создании видео, вы можете найти ниже в описании. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!